Toyota долгое время напоминала того самого отличника, который сидит на первой парте и упрямо делает все по учебнику, пока остальные уже бегут за новым трендом. Пока весь мир сходил с ума по электрокарам, японцы продолжали верить в свою проверенную формулу – гибриды, экономичность и водородные технологии. И, честно говоря, многие уже начали думать, что Toyota просто опоздает на эту электрическую вечеринку. Но рынок меняется слишком быстро. Сегодня недостаточно просто быть надежным, нужно быть современным, технологичным и, главное, доступным. И, похоже, Toyota наконец поняла, если не включиться в электрическую гонку сейчас, можно однажды проснуться и увидеть конкурентов далеко впереди. Пока в Европе и США люди жалуются на цены электрокаров, в Китае Toyota решила сыграть по совсем другим правилам. Компания в прошлом году представила полностью электрический кроссовер Toyota BZ3X, разработанный вместе с GAC Group специально для местного рынка. И, честно говоря, мало кто ожидал, что эта модель буквально взорвет продажи. Только вдумайтесь, современный электрический кроссовер с богатым оснащением, нормальным дизайном и ценой от $15 тысяч. Да, это не ошибка. В мире, где многие электрокары стоят как квартира в небольшом городе, Toyota внезапно выпускает машину, которая оказывается доступной для обычных людей, и покупатели ответили моментально. За первые 14 месяцев с момента запуска более 100 тысяч проданных автомобилей. А в апреле 2026 года модель вообще поставила рекорд, найдя больше 10 тысяч владельцев всего за один месяц. И уже 7 месяцев подряд BZ3X остается самым продаваемым электромобилем среди всех совместных предприятий в Китае. Причем это уже совсем не та скучная Toyota, которую многие привыкли ассоциировать только с надежностью. Компания словно осознала, современный автомобиль должен быть не просто средством передвижения, а настоящим смартфоном на колесах. Здесь искусственный интеллект помогает в поездке лучше опытного водителя. В салоне пространства столько, что внутри спокойно может стоять 7-летний ребенок в полный рост. И самое любопытное, что Toyota начала играть по китайским правилам. Здесь автопроизводители воюют буквально за каждого покупателя. Кто даст больше технологий, больше экранов, больше запаса хода, и все это дешевле конкурентов. И компании из Японии пришлось учиться играть по этим правилам. И теперь, в 2026 году, Toyota обновляет BZ3X. Для китайского рынка это вообще стандартная история. Машины здесь обновляются быстрее, чем смартфоны. Обновленный кроссовер уже поступил в продажу в начале мая, а стартовая цена по специальному предложению вообще опускается примерно до $14 тысяч. Звучит как что-то нереальное, правда? Так как Toyota удалось сделать настолько доступный электрокроссовер, и почему покупатели буквально выстраиваются за ним в очередь? И может ли эта модель стать сигналом того, что Toyota готовит электрическую революцию уже для всего мира? Давайте разбираться, чем именно BZ3X так зацепил рынок, и действительно ли это тот самый электрокар, который может изменить отношение к Toyota во всем мире. Обновленный BZ3X продолжает фирменный стиль электрической линейки Toyota, удачно сочетая футуристичный дизайн с практичностью повседневного кроссовера. Автомобиль выглядит современно, но без лишней вычурности, именно так, как любят многие поклонники бренда. По своим размерам модель близка к хорошо знакомому Toyota RAV4. Длина составляет 4600 мм, ширина 1850, высота 1660, а колесная база достигает 2765 мм. Покупателям предложат версии с 18 или 19-дюймовыми колесами. Дорожный просвет 200 мм намекает, что кроссовер готов не только к городу, но и к не самым идеальным дорогам. Снаряженная масса варьируется от 1690 до 1835 кг, в зависимости от комплектации. И что особенно интересно, коэффициент аэродинамического сопротивления здесь 0,27, а это очень достойный результат для доступного электрического кроссовера. Но главное обновление BZ3X связано не с внешностью, а с технологиями. Toyota серьезно прокачала электронику и систему помощи водителю. Кроссовер получил новый лидар HSI ATX с дальностью обнаружения до 200 метров, а также современные миллиметровые радары.
За работу электронных ассистентов отвечает передовая система автономного вождения и искусственного интеллекта Momenta R6. По заявлениям Toyota, новая система стала в 10 раз эффективнее в предотвращении рисков по сравнению с предыдущей платформой Momenta 5, особенно в плотном городском трафике и экстренных ситуациях, типичных для китайских мегаполисов. Даже версии без лидара получили серьезное обновление ADAS-систем. Количество датчиков увеличили до 20, фронтальную камеру улучшили до 8 мегапикселей, а вычислительная мощность процессора выросла сразу втрое. Кроме того, появились улучшенная парковка в одно нажатие, встроенный видеорегистратор и двунаправленная зарядка мощностью до 6 кВт. И это уже фактически обязательный стандарт для китайского рынка. Сегодня, если у автомобиля слабый набор электронных ассистентов, конкуренты вроде BYD, Geely или Leapmotor просто не оставляют ему шансов. Кроссовер предлагается с 3 вариантами оснащения. Модель начального уровня под названием 430 Air оснащена литий-железо-фосфатной батареей емкостью 50 кВт-ч. Это довольно мало для кроссовера такого размера, но Toyota утверждает, что он может проехать 430 км на одном заряде. Однако это по китайскому циклу, который, как известно, в реальных условиях будет меньше. Что касается силовой установки, то электромобиль оснащен передним двигателем мощностью 204 силы и крутящим моментом 200 ньютон. Кроме 430 Air, кроссовер также будет доступен в комплектациях 520 Pro с той же силовой установкой, но уже с батареей на 58,3 кВт-ч, которая должна обеспечивать запас хода, по мнению производителя, до 520 км. На вершине линейки находится 610 Max с батареей емкостью 67,9 кВт-ч и электромотором на передней оси мощностью 224 силы и крутящим моментом 210 ньютон. Автомобиль, по заявлению производителя, способен проехать до 610 км на одном заряде. Полноприводные версии в линейке не предусмотрены. Скорость для всех версий ограничена на отметке 160 км в час. Версия начального уровня разгоняется до первой сотни за 7,4 секунды. Остальные достигают этого показателя за 8 секунд. Более того, все аккумуляторы поддерживают зарядку на станциях быстрой зарядки с максимальной мощностью до 150 кВт, что позволяет зарядить батарею с 30 до 80% за 15 минут. Внутри Toyota BZ3X делает ставку на практичность. В центре 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа. Все управление завязано на него, и выглядит это уже как привычный стандарт современного электрокара. Перед водителем компактный двухспицевый мультируль, а сам салон выполнен в концепции умного пространства с интеграцией искусственного интеллекта. Система поддерживает 4-зонное голосовое управление. Из приятных вещей – панорамная крыша с электрической шторкой. В целом интерьер практически не изменился. В комплектации 430 Air кроссовер получил набор функций, который уже ближе к современному умному автомобилю. Новая система автоматической парковки, режим охраны, встроенный видеорегистратор и двунаправленную зарядку до 6 кВт. В версии 520 Pro появляются подогрев, вентиляция и память настроек передних сидений, массаж за доплату. Плюс добавили довольно необычные, но полезные детали: магнитные крепления для гаджетов, складной столик и 12-вольтовую розетку в багажнике. А вот версия 520 Pro с лидаром добавляет еще одну фишку – синие индикаторы в фонарях и наружных зеркалах. Они загораются, когда активируется система помощи водителю. И отдельно про практичность. Багажник здесь на 427 литров. Не рекорд, но для своего класса вполне рабочий объем. Обновленный кроссовер доступен к заказу с 8 мая. Базовые версии 430 предлагают в 2 вариантах. Цена на родном рынке примерно 16 200 или 17 700 долларов. Дальше идут средние комплектации 520. Есть 2 версии без лидара, они стоят примерно 19 и 20 600 долларов. А если хочется технологий посовременнее, то версии с лидаром, и ценник уже поднимается до 22 или 23 500. Топ-версия 610 Max
Стоит она около 23,5 тысяч, но есть нюанс. Лидар туда не входит по умолчанию. Его можно докупить отдельно, и это еще почти плюс $3000. Ну что, друзья, будем на этом прощаться. Если видео было для вас полезным или просто интересным, поддержите канал подпиской. Это как полный бак перед долгой поездкой. Без вас дальше никак. Напишите в комментариях, что думаете, или поделитесь своим опытом. И если знаете кого-то, кто живет автомобилями так же, как и мы, поделитесь этим видео. Пусть в нашем автопарке станет больше единомышленников. Увидимся в следующем видео на нашем канале.